invite you home for dinner. Oh, my darling, how... Вот, а сейчас я как говорила, что дети у меня учатся в обычных египетских школах, но вот младшая моя дочка, она должна сейчас пойти в 1 класс. Я очень хочу ее устроить в русскую школу, но школы здесь нету в Александрии русской, поэтому я зашла на сайт «Русская школа в Каире», которая находится, и вот позвонила туда, и как бы несколько дней назад я отправила туда заявление, договор на семейную форму обучения. Ну вот я посмотрела на сайте, сейчас и позвонила в эту школу, и там есть еще вариант заочного обучения. Вот. Так что я переписала сейчас договор, переписала сейчас заявление и буду им отправлять. Единственное, в положениях вот, к заочной форме обучения такой вопрос, там именно стоит то, что должны быть дети гражданами Российской Федерации. У моей дочки младшей нет российского гражданства. Я позвонила вот в нашу школу, и вот как бы вот женщина представилась Аллой Александровной, она работает, видимо, в русской школе. Она просила перезвонить позже. Вот, но я немножко опоздала, стала звонить, вот сейчас уже час с лишним, уже никто не подходит, трубку не берет. Но буду пытаться дозвониться, очень хочу, чтобы у меня дочка хотя бы заочно училась в нашей русской школе. Вот. А сын мой сегодня поедет, мы поедем сейчас в русский центр, тоже он будет заниматься русским языком, для того, чтобы потом попытаться поступить в российское какое-то высшее учебное заведение, в какой-то вуз после окончания школы. То есть вот мы ездили до этого, и сегодня мы поедем на тест. Вот, для того, чтобы ему определили уровень его русского языка, чтобы определить его на определенный уровень. То есть в соответствии с его знанием русского языка его определят в определенную группу. Так что мы поедем к 6 часам и посмотрим. Вот, ну а сейчас мы идем с Маликом к ней в школу, в арабскую школу, в которой она записана. Нам нужно сделать ксерокопию ее свидетельства о рождении для русской школы. Вот. Наша русская школа в Каире, они запросили выслать ее свидетельство о рождении. Вот. А в арабских школах вообще, когда принимают детей в школу, забирают оригинал свидетельства о рождении, он в течение всех вот этих лет, пока ребенок учится, находится в школе. Вот. Так что пойдем сейчас сделаем копию свидетельства о рождении, потом переведем его на русский язык и вышлем в нашу русскую школу, которая располагается в Каире. Привет, ты куда идешь? Школа с рождения. В школу идем взять твое свидетельство о рождении. Смотри, я хочу сделать твои. А что это у тебя такая за папка в руке? У меня есть такой карандашик, букля, лиля, тебе. Хорошо. Уже вроде осень, а такая жара стоит, просто жуткая. Сейчас больше 30 градусов уже. Вот, а Малик тут у нас, что Малик делает? Малик пишет, да? Ты что там пишешь? Лиля и бабушка. Бабушка Лиля, да? Бабушка Лиля. Сейчас напишем дедушка Гриша, давай еще напишем. Вот, а дальше что ты там пишешь? Дедушка Гриша, да? Я знаю. Бабушка Лиля и дедушка Гриша. А бабушка да? Да? Да. Буковку Д тяжело переписать. Я знаю. Надо смотреть. Я не смотрю, мы смотрим в окно. Вот. А, ну вот, дедушка написала, отлично. А Гриша? Г, Р, И, Ш.
Здорово. Я знаю, хочу сказать. Скажи. Дэнни, Стейси, помнишь? А Дэнни братик, да? Да. Дэнни братик. Давай напишем. Смотри, а это ложок Пигин, а это море, а это мы же видели такой город, такой Это город лесок. Александрия. А это, Это романский театр, да, музей? а там это, находится. Ну, пиши мама Галя, да? Сначала мама вот там. смотри, видео. Смотрю, смотрю. Мам. Что такое? Мама, не ба, а мэ. Вот буковка М наверху. Мама. Ничего страшного. Нет, Что? я не буду писать компьютер. Ну хорошо, пиши тогда Галя просто. Хорошо. Мама. Мама. Галя. Ну, отлично, молодец. Мама Галя, бабушка Лиля, дедушка Гриша. Молодец, Малик. Хорошо, я Дай закрываю. 5. برضه مش حافظه لحد دلوقتي برضه باباها يعني كده برضه يعني عشان انا اختبرتها وما كان مستواها ما كانش حلو ووعدني ان هو هيجيبها. Вот такая вот была школа Малик. Она туда идти ужасно не хочет. Да? Не хочу, говорит, не хочу говорить, потому что там изучают Коран. Вот, она хочет все еще до сих пор школу для маленьких, то есть детский садик. Я, конечно, переживаю, как Малик пойдет в школу. Она такая другая девочка, очень она, не знаю. Так, у нас там трамвай есть там, а там что-то есть. Найдем трам. Сейчас мы дождемся, сейчас он придет, пойдем постоим там в сторонке. А? Очень горячая, мы же Горячая? садимся здесь. А, ну пойдем в тенек становиться. Очень горячая. Давай пойдем в тенек. Иди вставай здесь. Да, Ну и чего тебе, как тебе эта школа? маленькая. А? Ты хочешь, что? Маленькая, я не буду большой. А почему ты не хочешь? Потому что я не знаю, я не буду писать Коран. А что ты хочешь писать? Я хочу писать ля боб мадрасу маленькая. Что ты хочешь писать на каком языке? Нет, На арабском не хочешь? не языке. Вон уже наш трамвай едет, я вижу. Вон там далеко. Нет, это другой. М? Это другой. Нет, это наш. Мы можем на него сесть и доехать, чтобы нам сейчас не уходить. Я Порвалась, да? Ну вот держи его так, чтобы она не... Нет, ты же ехать. Я не могу. Я его не могу. Стой, стой, стой. Мадрас маленькая. Малик захотела попить, да? Очень жарко. На. Что такое? Горячая сила. Жарко? Вот мы сейчас находимся в русском центре, пытаемся найти преподавателя, который нам сделает тест по русскому языку. Ну вот сейчас Дэнни вроде будет писать тест. Дэнни, давай, удачи. Привет. Это папа
Это пописать в туалет. Я хочу с друзьями. Давай, друзья.